Друзья, всем привет! Как вы заметили, мы по крупицам собираем на нашем канале любые положительные упоминания о творчестве Димаша Кудайбергена. О Димаше писали многие СМИ. Его фото было опубликовано на обложках глянцевых журналов Европы и Китая. Об артисте можно было прочитать статью даже на борту самолета в дорогом рекламном буклете. И вот, наконец, в Словакии решили рассказать о Димаше в популярном еженедельнике «Ритм жизни». Найти материал можно на странице издания в Фейсбуке, и там же милые отзывы благодарных читателей. Подобные журналы существуют во многих странах мира с повторяющимся дизайном, но только с разными названиями. А все потому, что в свое время их организовал и издавал по всему миру издательский дом Bauer Media Group. В общем, такой тип журнала – этакий символ профессионализма и качества, выверенного временем. Издание выходит не так часто, как видео на нашем канале «Звездные секреты», а потому журнальные новости немного запаздывают, примерно на 2 недели. Но ничего страшного, зато поклонницы таланта Димаша рады любой информации о певце. На страницах издания «Ритм жизни» было опубликовано хорошо знакомое всем Диас фото Димаша после карантина в Китае и надпись «Карантинный стиль». Написано было, читаем: «Похоже, что успешные и известные люди не теряют времени на карантине. Об этом может рассказать и казахстанская звезда Димаш Кудайберген, которому по прибытии в Китай пришлось остаться на изоляции. Однако артист выглядит уже не юношей, а привлекательным мужчиной. И, похоже, это изменение стиля его устраивает. А что вы думаете по этому поводу?» – вопрошают авторы. Друзья, журнал «Ритм жизни» писал о Димаше и ранее. Вот, к примеру, на заглавном фото артист исполняет всеми любимую песню «СОС». И, конечно же, самое популярное фото Кудайбергена в детстве, на котором он сидит в наушниках перед синтезатором. Спасибо, что опубликовали фотографию любимых бабушки и дедушки артиста. В общем, в сегодняшних условиях найти все фотографии не проблема, если смотреть международный канал «Звездные секреты» или просто любить творчество Димаша. На обложке журнала большую часть занимает горячо почитаемый Карл Гот, чешский певец, король чешской поп-музыки. Также на обложке присутствует фото 2 европейских особ, одна из которых Диана, принцесса Уэльская. Обратите внимание, друзья, как символично, что именно в выпуске, в котором напечатан материал об уважаемом в народе Карле Готе, был опубликован и материал о Димаше. Жаль, что на обложке не нашлось места Кудайбергену, зато певец разместился на почетном развороте на 2 полосах. Думаю, пройдет совсем немного времени, и в этом журнале Димаш будет напечатан на обложке. Всему свое время. Итак, читаем Google перевод статьи с небольшими правками, чтобы было понятно повествование. Желающие могут прочитать в оригинале. Наши языки очень близки. Не обращайте внимания на некоторые непривычные фразы. Название «Ураган таланта» из Казахстана. Вступление. Харизматичный и очень талантливый, но вместе с тем скромный и трудолюбивый 26-летний Димаш Кудайберген за короткий срок удивил мировую музыкальную сцену, и мир буквально сошел с ума. А вы еще не слышали о нем? Не переживайте, мы это сейчас исправим. Далее следует текст статьи. Молодой певец из Казахстана Димаш известен не только своим уникальным вокалом и широким диапазоном, но и огромным фандомом. Артист в возрасте 23 лет только завоевал сердца людей по всему миру и уже имеет официальные фан-клубы в 120 странах, включая Словакию. Мы не удивлены. Однако он становится известным не только как вокалист. Многие уверены, что певец силой искусства помогает стирать многовековые культурные границы и объединяет людей во всем мире.
Далее в статью была включена известная цитата артиста, раскрывающая его жизненную позицию. «Духовные качества человека для меня намного важнее, чем его профессиональные достижения. В эту жизнь мы пришли, чтобы стать хорошими людьми, а не певцами, врачами или учителями. Людьми. Самое главное – это семья, помимо того, что по-настоящему важно». Конец цитаты. У певца есть 19-летняя сестра Раушан и 13-летний брат Мансур. Родители, которые также являются артистами, родили своего первенца во время учебы в университете. Он родился через год после свадьбы. Поэтому с уходом за ребенком молодым родителям помогали бабушка и дедушка. К счастью, рядом была и музыка. Бабушка Димаша Миуа прекрасно пела. Дедушка Кудайберген учил всех внуков игре на домбре. Когда его родители основали семейный музыкальный дуэт, который быстро стал известен на весь Казахстан, судьба их первенца замаячила на горизонте. Маленький Димаш объехал с родителями всю страну, и он привыкал к свету прожекторов на сцене. Димаш был трудолюбив, научился играть на пианино и мечтал стать мировой звездой. Мама вспоминает, как, будучи ребенком, в своих рисунках он рисовал только один вариант – на сцене Димаш с музыкальными инструментами. Оказалось, что мечты мальчика были не просто словами, пущенными на ветер. Его родители обнаружили, что у него не только отличные способности к чтению нот и слух, но и отличные вокальные данные. С самого раннего возраста он также учился играть на фортепиано, гитаре и других инструментах. Кроме музыки, подросток полюбил и спорт. Хотя музыка всегда была и будет на первом месте, Димаш часто подчеркивает, что профессиональный певец должен быть в хорошей физической форме. 4 года он посвятил боевому искусству тэквондо, в результате получил красный пояс. А когда ему пришлось оставить этот вид спорта из-за сложностей со здоровьем, он занялся плаванием, которое до сих пор является его любимым занятием. Благодаря кропотливой учебе, пройдя через серьезную вокальную подготовку с помощью талантливых преподавателей, Димашу удалось расширить голосовой диапазон на 3 октавы еще в школе, от 5 до 6. Молодой певец получил награду за наградой, выигрывая одно соревнование за другим. Он очаровал каждого члена жюри не только своим мастерством, но и своей индивидуальностью. То, что его музыка перешагнет границы, было вопросом времени. Настало время, когда певец принял участие в 5-м сезоне китайской музыкальной программы Iron Singer, и после первого же выступления он проснулся мировой звездой. В Китае его популярность росла в таких безумных масштабах, что фанаты беспокоили его днем и ночью, и ему предоставили личную охрану. Но он сохранил свою любовь к фанатам. Сейчас восхищение миллионов поклонников безгранично благодаря непосредственному и приятному характеру певца. Я ценю внимание своих слушателей, но иногда они склонны идеализировать певца, а я обычный человек. Мои поклонники очень важны для меня. Они оказывают мне такую поддержку, что они часть моей семьи. Ну что ж, друзья, на всякий случай напомним, что вышеоглашенный текст – это материал статьи, напечатанной в журнале «Ритм жизни» в Словакии. Это не наш текст, а обзор прессы, конкретной статьи. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, не донимайте мудрыми комментариями с поправками, обращаясь именно к авторам канала «Звездные секреты». Да, и мы знаем, что родители Димаша, Светлана Айтбаева и Канат закончили педагогический институт в Актабе, а не университет, как это написано в статье. Есть автор, если что, можете обращаться к нему. А пока давайте просто порадуемся такой бесплатной рекламе и
и популяризации творчества Димаша Кудайбергена в Словакии. Возможно, уже несколько дней счастливые читатели этого журнала ищут записи Димаша и плачут от счастья после прикосновения к творчеству артиста. Согласитесь, ведь это замечательно. Итак, огромное спасибище главному редактору «Ритма жизни» и автору статьи. Дай Бог им здоровья и процветания за хороший вкус и полезную статью. Друзья, всем большой рахмет! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».